вы думаете, почему девушки увеличивают себе губы? Ну, у меня, допустим, по природе губы нитки, поэтому я вкалываю, чтобы было красиво. Блин, вам очень идет. Спасибо. Чтоб сосать. Ну, наверное, потому что неуверенно себя чувствуют. Да чтобы сосать. Муж, чтобы чувствовать себя увереннее. А вы себе делаете? Да, у меня 1 миллилитр стоит. Чтоб сосать. Чтобы нравилось. Предположим, ваш муж взял кредит на 10 миллионов для бизнеса и прогорел, а после вы разводитесь. Чей это кредит? Ну, я считаю... Мой? Его, да, но кто брал, тот и платит. Хорошо. А если бизнес стрельнул, а вы разводитесь, то этот бизнес общий? Мужчина, кто Общие, мы строил... же вместе были. Общие, я общий. наводила уют, смотри. За домом ухаживала, Если убиралась. меркантильно, да. Я меркантильная? Конечно. Если проблемы, то они мои. А если нужно разделить, получить 50%, то это на дворы с какого-то хрена. Понятно. Ты не мужчина, ты мальчик. Чего? Просто какой-то ангел-хранитель с микрофоном, блядь. Мужчины, которые приезжают на свидание на каких-то Рено, Фольксвагенах, я не знаю, на каких-то Ланосах, еще что-то. Вы в своем уме? Посмотри на меня, как я могу сесть в эту бомжатскую машину. Вы знаете, даже когда туда садишься, там пахнет этой бедностью. Я уже представляю, как мы там снимаем какую-то однокомнатную квартиру, и там мы живем с тобой с 3 детьми, покупаем продукты по скидкам. Ну я извиняюсь, ну какое Пежо, и я туда буду садиться и ехать? Я слишком красивая для такой машины. Алло, вы можете зарабатывать больше денег и покупать машины получше? Или вообще уже не ходите реально на свидание, сидите дома и не приглашайте девочек? Я в шоке. Ну, как бы я достойна лучшего. Я люблю сытую, блядь, богатую жизнь. Не надо меня звать на кофе. Я не пью кофе, я не пойду пить кофе. Мне не 18 и не 15, чтобы ходить гулять по паркам, блядь, или кофе пить. Ну, алло. Мне 30 лет почти скоро. Меня веди как минимум в хороший, дорогущий, красивый ресторан. Ну, это прям как минимум. Не надо мне какую-то хуйню предлагать. Предлагай это 18-летним девочкам. Хотя сейчас 18 лет девочки такие осознанные, что тоже очень многие не пойдут на это кофе. То есть я считаю это предательством себя. Подстраиваться под мужчину, идти на кофе, если я не пью кофе. Мне нахер не нужно кофе. Я не хочу тратить свое время, собираться, краситься, свой дорогой парфюм на себя наносить ради того, чтобы 20 минут посидеть кофе попить. Да нахуй ты не нужен, извини. Ну, как бы вот так. Каждому свое, ребят. Какой бы ты ни была красивой, мужики выберут активных. И самый важный момент, который я еще поняла, даже очень богатые мужики боятся красивых женщин. Мы, к сожалению, вынуждены делать даже не первый шаг, а показывать им. Помните, я вам даже на искусстве общения рассказывала, что нужно дать мужчине понять, что вы согласны и готовы к какому-то контакту. Иначе они к вам не подойдут. Подойти могут только отрубленные дебилы нахер, которых вообще в голове там пусто, как правило, да. Хороший воспитанный мужик, он не подойдет к тебе, если ты не подала сигнал телом, да, там как-то, что ты готов. Лично моя цель – удачно выйти замуж и никогда не работать. Посмотрите, какая шикарная. Все при мне. Ресницы, ногти, губы, волосы. Я вся роскошная. И я заслуживаю только самого лучшего мужчины. Настя тоже была в «Давай поженимся», тоже там надел шорха, но во сколько обходится вся эта красота в месяц? Ой... Ну, около 150. 150 тысяч. Да. То есть мужу надо быть готовым выкладывать 150 минимум на вот это. Конечно. Да? Я бы кого к себе не подпущу никогда. А что еще? А что еще он должен оплачивать? Мои какие-то походы по спа, релаксация. Чтобы я просто жила и кайфовала. Понимаете, путешествия. Так, то есть работать не собираетесь вообще? То есть никакого вклада собственного вы не сделаете в семейный бюджет? Нет. Нет вообще? Ноль? Нет. Это должен делать мужчина. Не, ну надо же такой родиться. Ну, ай, бамба, огубище, оглазище. Барышня, а почем ваши вареники? Цен там. Ну, не на всех просто цен. Это 187, да? Да. А нижние почем? В каком смысле нижние? Ну, внизу, которые вот лежат. С творогом? Ниже. А, не с творогом? Да. Нижние с творогом. Нет. Мужчина! Что вы издеваетесь? С творогом я не очень как-то люблю. А вот верхний бы под стопочку влупил бы, честно говоря. С картофелем и сыром? Барышня, ну да, с картофелем и с сыром.
Может, закроем магазинчик, да, по вареничкам? Спасибо. Ой, ну не хотите, как хотите. Не хочу. Ну ладно. Будем с картофелем и с сыром. Всего доброго. До свидания, мужчина. Мы вообще с вами обсудим тот факт, что мужики сейчас вообще в край охренели просто. Что они перестали стараться, стали выбирать себе просто обычных девчонок и так далее. Сейчас объясню, что я имею в виду. Я вот разговаривала со знакомым и говорю ему, блин, вот почему ты выбрал вот такую девушку, когда можно было выбрать совсем другую, красивую, ухоженную, которая вкладывает в себя деньги, которая не экономит, которая хоть там косметологом, не косметологом, короче говоря, реально такая очень классная, самореализованная, самодостаточная девушка. И знаете, что он мне ответил? Он мне говорит, да, чтобы была такая девушка, нужно ей соответствовать. Я говорю, ну естественно, да, как бы тут и так все понятно. Вот, и я просто пришла к такому выводу, что мужики сейчас реально обленились, им лучше выбрать просто обычную девчонку, которую они там закроют дома и так далее, и которая ничего не будет от них требовать, чем реально пойти строить отношения с самодостаточной девушкой, просто потому что они не хотят вкладывать, и тот уровень, на котором они живут, для них это максимально комфортно. Следовательно, девушка, они ищут себе таких же. Все ситуации жаль только девчонок, которые развиваются, которые следят за собой, которые вкладываются в себя, просто потому что сейчас действительно очень мало адекватных мужчин. Муж будет обеспечивать меня и после развода. Мне 27 лет, и это мой 3-й брак. Сейчас у нас кризис в отношениях, и я бы давно уже подала на развод, но мы работаем над отношениями. На днях мы обсуждали с ним эту тему, и он сказал, что если мы и дойдем до развода, то он будет финансово помогать мне, как ни крути. А вы считаете, это база или роскошный максимум? А пока я еще законная жена и решила обновить себе гардероб. И нашла крутые свитшоты до 72 размера. Лимонный прям очень сильно понравился. Они такие удобные, ткань лапша, а то гладить я не люблю. А какой мне больше всего подошел? Возможно, вы мне сейчас скажете, что я жестко офигела и зажралась, но я все-таки это скажу. После последних своих отношений я осознала очень много, я словила какое-то бешеное количество инсайтов, и один из них заключается в том, что в следующий раз, до того момента, пока вот здесь вот не появится кольца, хер я буду выполнять все эти функции жены. Я больше не буду готовить 3 раза в день, вот это вот обеды с собой давать, надраивать квартиру, создавать вот этот бешеный уют в нашем общем гнездышке. Нет. Потому что, ну вот как-то не крути, к огромному моему сожалению, мужики в какой-то момент начинают воспринимать это как данность. Понимаете, они живут, кайфуют, у них красотка, девушка, не жена, дома, она дома все убрала, она еду приготовила, она вся такая на роскошном, она выглядит шикарно, при этом она еще сама работает, сама себя обеспечивает, а ему что еще надо? Ну, он не будет ничего делать, и тем более не будет делать предложение, потому что он уже живет просто охренительно. Поэтому, будущий мой муж, я обращаюсь к тебе. Пока вот здесь кольца нет, у меня женских обязанностей тоже нет. А вот замечали, что у наших бабушек, дедушек все истории про знакомство, это вот что-то из серии познакомились, 2 раза погуляли, сразу женятся. Мне вообще кажется, раньше проще было впечатлить. Что вот, слышали вот это вот эти потрясающие бабушкины истории, вот это, когда я иду, он стоит, но не на воде же, что-то. Ты в вестибулярку влюбилась здесь? Мне бабушка про деда рассказывала. Говорит, стоит, статный, пиджак, глаза, смотрит. Думаю, вот это ты впечатлительная. Ты по описанию влюбилась в любого мужика на улице, включая памятники Ленину.